Всем привет! Нахожусь вот в таком городе Гютерсло. Здесь такой открывается потрясающий вид. Гостиница прямо находится на вокзале. Сейчас еду на осмотр автомобиля. Стоял, ночь провел в таком отеле охренительном. Стоимость такого номера в Гютерсло, здесь на самом деле отелей не так уж и много, но в принципе, слава богу, вот для таких апартаментов очень даже неплохо. 73 евро. Были апартаменты чуть подешевле, 69, но здесь прямо смотрите, то есть здесь все вообще круто, дизайнерский ремонт, все дела. Вот, единственное, что приехал, короче, мусор не убрали. Вот, здесь тоже все круто. Красиво. В общем, 73 евро для такого уровня апартаментов, это вообще просто охрененно. Итак, все, друзья, я выхожу, поехал на осмотр. Так, оставляем ключи здесь. Вчера, конечно, я замучился здесь немного чекиниться, потому что бронируешь все онлайн, сюда приходишь, вот здесь вводишь данные, тебе выкидываются вот такие вот ключи, вот отсюда. Вот, и вчера был геморрой, я вчера час не мог зачекиниться, но в итоге все получилось. Вот стоял здесь, стейли. Сейчас пойдем позавтракаем, наверное, сюда вот. Все-таки решил пойти пешком, в принципе, мне недалеко, ну как относительно, где-то 3,5 километра я решил прогуляться пешочком, то есть идти просто вот так вот по прямой, погода хорошая, весенняя, не холодно, вот, думаю, надо прогуляться, полезное для здоровья, для бюджета, да. Как я уже говорил, да, этот городок называется Гютерсло, здесь живет 100 тысяч человек. Это классический немецкий традиционный город, каждый сантиметр которого выложен брусчаткой. Все как в лучших традициях. Да? Стоимость топлива дизель 166,9. В переводе на наши деревянные это примерно где-то, не знаю, может быть, 150 рублей за литр. Так что вот такие вот цены здесь в Европе на топливо. Как видите, заправка подешевле, да. Здесь дизель стоит евро 62. То есть тоже, видите, как бы заправка получается no name, уже дизель дешевле. Ну, как в принципе и везде. Так идешь, и вот смотришь, вот такой живописный домик стоит. Буквально одинешенек. Никого нету. Классический фахверковый. Дошел до официального дилера Volkswagen Plus Das Autohaus Mense. Сейчас будем искать машинку. Будем искать менеджера, который занимается нашими вопросами. Так, как раз вот он нам и нужен. Лукас. Отправили меня на соседнюю стоянку. Здесь у них стоят в основном Audi автомобили. Потом пройдемся, по ценникам пробежимся. Сейчас будем искать. Вообще странные дела творятся. На самом деле какое-то чудо. Объясню, в чем ситуация. Пытались дозвониться, ну, то есть машину уже забронировали, вот, но пытались потом дозвониться, посмотреть машину вживую, и начались траблы, то есть не отвечали на звонки, на email тоже не отвечали, вот. Я сейчас просто уже прям по факту приехал, короче, к менеджеру прям встал прям перед ним, говорю, дай показывай машину, и, короче, вообще цирк. Он мне сказал, что иди, говорит, посмотри на другой стоянке. Если, говорит, ее не увезли, то тебе повезло. Если нет, то ее
увезли, ну так скажем, да, на инспекцию, на детейлинг, на подготовку. Ну, в общем, такой процесс немецкий, как здесь обычно происходит с машинами. Увезли бы ее, наверное, на неделю, скорее всего, и мы бы не посмотрели. Вот, сейчас сказали, что нужно посмотреть вот здесь вот. Если она здесь есть, то повезло. Так, пока не вижу ничего. Вот она. Короче, повезло. Охренеть. Честно говоря, это чудо, потому что я уже не надеялся. Вот эта аппаратура. У меня сегодня спринтерский забег. Пришел менеджер, принес ключи, сказал: у тебя 10 минут, делай, что хочешь, дальше машину закрываю. И все. Короче, первый раз такая ситуация у меня, вот, но ничего не поделаешь. Чудные дела творятся. Короче, все-таки разрешил небольшой тест-драйв сделать. Вот, странный очень менеджер, прям очень-очень странный. Вот, сейчас немного прокатимся. Вот, он все-таки разрешил, говорит, поехали, говорит, за мной, я тебе покажу, как доехать до другой стоянки, и там, типа, сможешь еще чуть-чуть посмотреть. Вот. Ну, короче, вообще, просто я с ним общаюсь, он, видимо, что-то боится, то ли воров, то ли были какие-то прецеденты буквально недавно. Вот, но я просто еле-еле уговорил его, просто действительно, машину уже забронировали, и хотелось бы ее проверить. Вот. Ну, ощущается, конечно, автомобиль просто пушка. Маленько подернулся чуть-чуть, но это потому что, наверное, холодный, то есть как-то так. Да, конечно, что-то. Понедельник день тяжелый, и народ вообще просто очень тугой, очень сложный. Вот, но тем не менее, блин, не знаю, я сделаю невозможное, просто уговорил его как-то всеми правдами и неправдами. Вот, он просто боится реально, просто, не знаю, видимо, что-то произошло у них здесь, наверное, недавно. Вот. Знаю, что колеса воруют прямо на парковках у официального дилера. Паспорт забрали. В залог. Первый раз такой, конечно. Ну что ж, приходится жертвовать даже своим паспортом, чтобы посмотреть по-нормальному машинку. Вот как-то так. Так, значит, вот у нас аппаратура вот такая здесь. 286 сил, 36 700, 21 год, Цуласунг, да. Теперь пройдемся уже не спеша по автомобилю. Значит, что у нас здесь интересного здесь есть? Да, по сути, практически новый автомобиль. Здесь нету сколов на капоте от слова совсем. Вот здесь ничего нету. Здесь тоже вопросов никаких нету. Оптика прозрачная. Здесь нет никаких сколов, тычков. Ну, мелкие такие вот посеченности есть чуть-чуть. Встречаются кое-где, но такого, что прямо нету. Камера ночного видения. И камера вот выглядит вот здесь вот так вот. Никаких серьезных проблем здесь нету по передней части. Это Black пакет. Black Style, так называемый Touareg. Очень красивая машина. Так, значит, Bridgestone. Дата выпуска, значит, 285-40, 21 диаметр. 20 года выпуска. Ленза резина. Ну, такая, нормальная еще. Походит. Диски тормозные уже можно менять. Лобовое стекло в порядке, родное. Здесь нет никаких тычков. Колеса здесь без бордюрки. По крайней мере, не видно здесь ничего такого серьезного. Так, заднее левое колесо тоже в порядке. 2020 года. Bridgestone. Резина одинаковая.
Вот, тоже самая ленза 285 40 21. Диски тормозные еще походят, но по крайней мере они не гнилые. Сзади, значит, никаких особо проблем здесь я не вижу. Нету, не видно, по крайней мере, вот если вот так вот на цвет посмотреть, на отражение, нет никаких ПДР ремонтов и прочего. Это у нас, значит, Black Style, Black пакет. Это говорит о том, что здесь самые большие диски 21 диаметра, называется Suzuka Black. Вообще просто автомобиль выглядит, конечно, с ними просто охренительно. Так, что у нас, значит, по правой стороне по ходу движения? Здесь тоже особо ничего мы не увидим. Никаких даже тычков нету. Вот так специально под углом показываю. Вот, собственно говоря, кузов прямо видно хорошо. Таким образом. Дата выпуска 2020 год. Здесь не видно никаких трещин. Здесь у нас тоже кромка в порядке. Сколов никаких нету. Крыша тоже без вопросов. Дальше у нас салон. Салон тоже, ну, грязный, не почищенный, конечно. Вот, но тем не менее здесь все, в принципе, в нормальном состоянии. Пороги. Но на сиденьях есть вот такие вот моменты. Потертость. Ну, это бывает, ничего страшного в этом нету. Встречается. Руль. Так, руль у нас в порядке. Красивый. Сиденье R-Line. Здесь тоже все вот эти моменты в порядке. Вот все в таком состоянии. Нужно чистить. Вот это я не знаю, уйдет или нет. Вот, возможно, это грязь. Непонятно. Нужно смотреть, пробовать чистить. Вот здесь вот все, конечно, в таком состоянии. Грязновато, потерто кое-где. Вот. Здесь, кстати, вот если вот так вот рукой поводить, здесь какие-то промятины есть. Вот. То здесь, видимо, что-то уперли сюда, возили. Вот. Ну и здесь тоже прямо все очень грязно. Здесь есть следы эксплуатации вот такого характера. Вообще салон серый с черным выглядит, конечно, потрясающе. Стильно, красиво. Здесь ничего необычного нету. Шторка, сетка задняя. Вот здесь видно, что что-то возили периодически. Какая-то желтая субстанция. Поехали. Теперь проверим кузов автомобиля. 112, 112, 122. Вопросов никаких не имеется. Здесь тоже все нормально. 129. Все отлично. 127. Достаточно такой ровный окрас заводской, я бы сказал. Кромка обязательно проверяется. Здесь везде полный порядок. Крышка багажника тоже без каких-то либо вопросов. Заднее правое крыло 137, 126. Так, вот такой вот здесь есть прикол. Значит, вот смотрим, идем. Это у нас не металл, да, non-ferrum. И дальше идем, здесь 89. И здесь вот дальше у нас идет типа металл бьет. Типа 4000 микрон. Автоматом переключает на железо. Дальше опять идет стандартное значение. Ну и моим старым другом проверим теперь ровно то же самое. 65. Здесь никаких вопросов у него не возникает. Хрень собачья.
такая же история, как с Land Rover'ами. Значит, здесь тоже смотрим. Так, значит, смотрим сначала моим старым другом. Смотрите, какая история. Вот. Иногда проскальзывает. Вот так вот. Так, и теперь берем аппарат новый и пройдем. Смотрите, что он показывает. 97 и дальше показывает шпаклевку 3000 метрон 4. А дальше опять нормально. И здесь опять показывает. Так, а теперь здесь пройдемся старым толщиком, проверенным. Здесь вопросов у него не возникает. Вот такие дела. По диагностике предварительно ничего серьезного нету. Модуль экстренного вызова, сбой, неправильно закодировано. И еще задний датчик системы помощи при парковке, единичное возникновение, передний датчик системы при парковке. Но это все классика, остальное все зеленое. Вот, сделаем отсчет, сохраняем как PDF. Так, также смотрим в двигателе пробег, что у нас есть. Уровень моторного масла, текущее значение. Также время видим 786 моточасов. Пробег 36 тысяч. Так, смотрим коррекцию по форсункам. Здесь вообще никаких вопросов нету, идеальные показания. Сейчас, помимо того, что я сам руками поковырялся в блоках, сейчас вот автоматическое сканирование на проверку пробега. Стыки руля, видите, здесь все в порядке, вопросов никаких нету. Обычно с большим пробегом здесь уже идут такие залысины, а вот здесь руль просто в идеальном состоянии. Надо немного машину почистить, я думаю, что будет все в порядке. Значит, работа мотора. Маленько чуть-чуть прокатились. Работает просто идеально. Вообще вопросов никаких нету. Просто шепчет. Так, сейчас я попробую вывернуть колеса. Покажу, как там все выглядит. Вот он есть с фонариком. Все нормально. Здесь тоже, смотрю, никаких вообще вопросов нету. На коленочках немного поползаем. Одеваться некуда, потому что тут добиться подъемника это нереально вообще. Тут сзади все как новое. Значит, сзади у нас что имеется тоже. Тоже все целое абсолютно. Так, и сейчас здесь. Все новое здесь у нас. Все, закончил я осматривать этот автомобиль прекрасный. Вот, сейчас были, конечно, проблемы с этой тачкой по осмотру. Вот. Но в итоге уговорил всех. Вот, и все-таки осмотр нормальный состоялся, но, честно говоря, у меня такой нервяк был первый раз, потому что обычно без проблем дают ключи, и смотри, катайся, что угодно делай, вот, но в этот раз был просто трэш какой-то, менеджер какой-то перепуганный, вот, боялся отдавать машину, забрал нахрен у меня паспорт, говорит, ну смотри, говорит, если что сделаешь, паспорт не вернул. В общем, вот по итогу все нормально, паспорт у меня в руках. Вот, но в целом было, конечно, очень даже страшновато. Вот. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.